Ребята, я приветствую всех и каждого. Сегодня будет забавный выпуск. Сегодня будут мои воспоминания. Сегодня я поделюсь с вами, как я купил этот электромобиль, работая на самой обычной работе. Я работаю в сфере дорожной безопасности. Мы устанавливаем дорожные знаки, дорожное ограждение. Сначала я занимался монтажом этих ограждений, дорожных знаков. Теперь я езжу и проверяю их по чертежу, чтобы все соответствовало. То есть некий контроль. Я бы хотел вам рассказать про то, как я вообще купил эту машину. Я никогда не думал, что я ее куплю вообще. Вот накоплю, вот в следующем году или еще что-то, да. Постоянно такие мысли. Как этот момент настал? Как-то ночью, отработав год в Германии, 1,5 даже, я проснулся. И посреди ночи мне говорит такой голос свыше: зайди на сайт Tesla. Я такой, по-любому у них есть сайт. А вы не представляете, я был после ночной смены, я лег спать в 1 ночи, а это я проснулся где-то в 4 часа. 3 часа поспав. И неимоверный какой-то бодряк. Я открываю телефон, открываю сайт Tesla, смотрю, ну вот они Теслы, да, Model Y, Model 3 и так далее. И думаю, ну, посмотрел, окей, надо спать. Потом вижу надпись «Бесплатный тест-драйв». Я беру, оформляю этот бесплатный тест-драйв. Там от 1 часа до 3, можно еще больше договориться. Но официально это 1 час. Вот, абсолютно бесплатный так называемый пробофар. Посреди ночи встаю, фотографирую свои водительские права. Потом, ну, что там еще нужно? Свой этот паспорт, Ausweis. Фотографирую, записался на определенный день, поехал. Поехал, прокатился на Tesla Model Y, думаю, да, прикольная машина, конечно, неимоверное впечатление. Здесь, наверное, во время видео будут вставки и воспоминания из этого дня. Также хотел попробовать Model 3, но захотел все-таки с женой. Поговорил с женой, вернулся домой. Я говорю, да, классно. Мне понравилась машина, ну, как-нибудь купим. Я говорю, слушай, жена, а давай поедем на тест-драйв вместе, просто прокатимся, мне так понравилось. Ну, давай, говорит, прокатимся. Так как уже Model Y я брал, думаю, возьму Model 3. В общем, записался я на Model 3, мы приезжаем туда, с женой вместе смотрим. Она говорит, слушай, да она маленькая, там места мало. Низко садиться, неудобно залазить, вылазить. Ну, в общем, дело привычки, да, как говорится. Поворотников этих нет. Давай мы возьмем Model Y на тест. Я говорю, давай. Садимся в Model Y, катаемся. Нам дали ее на 3 часа. Мы поехали в магазин, закупили продуктов, выгрузили эти продукты дома, чуть-чуть прокатились по городу, взяли мороженое, едем обратно. Встречаю я своего шефа. Шеф, если ты смотришь это видео, Вальдемар, привет. Едет шеф на своей машине, мы вместе останавливаемся на этот. Привет, говорит, Вовка, что это за машина? Я говорю, да, это так, пробофар. Прикольная, классная. Я говорю, ну, да, мы, конечно, не собираемся купить, так попробовать. Он говорит, ну, окей, смотри, только это с кредитами аккуратно, у нас тут кредиты в Европе классные. Все нужно грамотно посчитать, чтобы на все хватало. Я говорю, ну, если будем брать, я обязательно к тебе приду, и мы подымем, если хватать не будет зарплаты. Пошутили, в общем, так, разъехались. Ну, говорит, классная машина, все, разъехались. Приезжаем в автосалон, паркуем ее. И у нас спрашивают, ну что, как впечатление? Мы там, соответственно, да, впечатление классное. Когда думаете ее брать? Мы сказали, слушайте, не знаем. Надо поднакопить первоначальный взнос, но по-любому в кредит. И все такое. Они говорят, а зачем вам первоначальный взнос? Ну как это? Машина стоит 52 тысячи евро или 51 мы отдали. Самая дешевая версия 38 или 42 стоила. По-любому надо первоначально, потому что проценты зачем это? Нам поворачивают компьютер. Это был январь месяц, конец января месяца. И Tesla, спасибо вам огромное, предоставила финансирование под 0%. Вы представляете? 0, сука, процентов. Я не могу культурных слов найти. Мы так, подождите, наверное, где-то есть маленьким шрифтом что-то написано, какая-то звездочка, наверное, страхование жизни или там еще чего-то, и эти 0% не будут 0%.
Они говорят, нет, ничего нет, страховка только обязательная, вот это вот так называемая Haftpflichtversicherung, это как ОСАГО в России, то есть обязательная страховка ежегодная, никакой каско принудительной, никакой страхования жизни, ничего. Пожалуйста. А первоначальный взнос 250 евро, резерв машины и все. Так все по вашему желанию. Чем больше вы внесете первоначальный взнос, тем меньше вам придется платить ежемесячно. Кредитование происходит в Европе по очень интересной схеме. Мне она очень понравилась. Это когда, допустим, я покупаю машину, вот в моем случае я покупаю машину за 51 тысячу, и я решил положить 5 тысяч первоначальный взнос. У меня 418 евро в месяц на 60 месяцев ежемесячный платеж. И когда 5 лет заканчивается, у меня, если посчитать 60 умножить на 400 евро, остается некий остаток. К примеру, там 20 тысяч евро. По истечении 5 лет, платя кредит каждый месяц по 400 евро с 0%, когда эти 5 лет заканчиваются, я должен занести этот остаток единоразово. Либо заплатить его хоть завтра. Да? То есть я могу досрочно закрыть кредит в любой момент, либо ту часть финальную, которую мне надо вносить. Поэтому мои выплаты за данный электромобиль происходят ежемесячно по 400 евро. И одновременно я еще кладу на сберегательный счет. Надо ложить 350, я ложу немножко больше по своим там нуждам. Итого получается, когда у меня закончится кредит, срок, вот эти 60 месяцев, нам уже осталось где-то 50, 51. Уже почти год этой машины мы владеем. Я просто возьму эту сумму денег и отдам, и заплачу. И это реально 0%. Ребята, не надо не страховать свою жизнь, ничего. Все по-настоящему. Новая машина, 3 километра, там, 4 километра пробега. Никакие ни ликвиды, ни остатки прошлого года. В общем счетом ничего. Ни тест-драйв. В общем, это полностью новый электромобиль. В общем, финансирование в Европе нас крайне удивило. Крайне улыбнуло. Мы поехали домой взять паузу, подумать. И реально мы подумали, так, окей, допустим, мы накопим там 20 тысяч евро или 30 тысяч евро, а на оставшиеся 20-25 мы возьмем кредит, посчитать эти проценты и все такое. Смысл копить. Надо взять, пользоваться. И та экономия, которая сейчас у нас есть, ведь если бы мы владели бензиновой или дизельной машиной, которые нужно обслуживать, менять колодки, масла, то есть это в год примерно нужно закладывать в среднем с поломками, то есть если что-то будет ломаться в подвеске или где-то, закладывать в Европе вместе с транспортным налогом средний автомобиль, например, BMW пятерочка, да, это порядка 700 евро на сервисные дела. Хорошо, 800 евро. Плюс дизель. Ой, елки-палки, сколько он здесь стоит. Поэтому мы так подумали, зачем нам сейчас владеть какой-то машиной, которая будет ломаться, надо обслуживать, она наверняка будет бэушная по-любому, какая-нибудь тысяч за 8 евро, и при этом она будет постоянно ломаться. Зачем нам это надо? Давай мы послушаем действительно совет умных людей, которые реально говорят то, что вот та экономия, благодаря которой, что вы не владеете традиционным автомобилем, вы можете пустить в выплату кредита ежемесячно, ежегодно, что мы, собственно, и делаем. Прям через приложение я заказал себе машину, выбрал комплектацию, заплатил 250 брони. Если вдруг мне банк не одобрит, то мне эти деньги вернут в течение 3 дней. Я отправил заявку, ни одного телефонного звонка, фотографировал все документы, там все через вот этих роботов, искусственный интеллект. Ни одного звонка с банка. Ничего абсолютно. Машина одобрена, все оплачено. И вот мы уже ездим на ней целый год. Вот так я купил машину, вы представляете? Я просто спал посреди ночи, проснулся и внезапно вдруг, а не купить как бы мне Теслу? Но сначала нет, а не прокатиться? Нет, неправильно. Они зайти бы мне на сайт, зашел на сайт, ладно, давай прокатимся. И потом прокатились и действительно посчитали и купили. И сейчас мы путешествуем, вы не представляете, какое количество денег мы можем потратить на себя, на сберегательный счет, на свои семейные нужды, благодаря тому, что эта машина не просит ничего. Не потому, что она новая, ребят. Нет. Потому что в ней нет никаких сервисных обслуживаний. Ты не обязан что-либо
менять на определенных пробегах. Раз в 100 тысяч километров рекомендуют поменять вот такой гигантский салонный фильтр. Колодки я даже не стер 1%. Сейчас перемещаюсь, как вы видите, я нахожусь на горе, мы находимся в Хорватии. И я здесь не прикасался до педали тормоза ни разу, абсолютно ни разу. Все на рекуперативном торможении. Может, где-то на парковке там побыстрее остановиться, да, там прикасался. Но в плане вождения по дорогам ни разу. Вот так я купил эту машину. Я просто в восторге от финансирования, которое предоставляет Tesla. В восторге от тех пауз, которые мы можем делать каждые 400 километров. Заряжаться в течение получаса 40 минут на суперчарджере. При этом моя карта привязана к машине. Я просто вставил пистолет, все, зарядка пошла. Братцы, это неимоверно классно. Вот такая вот история. Вот так я купил Теслу, работая на самой обычной работе, являясь самым обычным работником. Я не могу назвать цифру, которую я получаю. Это неправильно в Германии. Я скажу так, что это, если примерно описать, это не больше 6 тысяч и не меньше 2000. Вот дам вот такую вилку, вот в этом пространстве я варюсь. Поэтому я вроде бы ничего не нарушил. Ребят, можно покупать. Правильно все посчитайте. Компьютер обо всем спрашивает. Он спрашивает, сколько ты платишь за жилье, сколько там за еду там, и все такое. И он видит, можешь ли ты себе это позволить. И если после того, как ты все это заполнил, там очень много формуляров, если после того, как ты все это заполнил, ты отправляешь, она спрашивает у тебя разрешение залезть к тебе в банковскую карту, чтобы люди не участвовали в этом. Там смс-ка, код, и она залазит, смотрит твои транзакции, и действительно это подтверждается, то, что ты ничего не преувеличил, не преуменьшил и так далее. Поэтому посчитайте все, берите, катайтесь. Мы неимоверно довольны и очень счастливы. Вот. Это просто пипец. Жизнь изменилась. Не потому что это, машина. Ребята, просто машина, это, извините меня, жоповозка. Но насколько эта жоповозка является оптимально сбалансированной и при этом, качественной, я даже не могу передать вам. И насколько легко получить финансирование на данный электромобиль. Поэтому это моя история, как я ее купил. Работая на обычной работе, являясь самым обычным человеком, не имея особых денег в кармане. Всего лишь я взял 5000 евро, и то под финансирование у себя на работе, на всякий случай внес, чтобы ежемесячный платеж был гораздо легче. Но я мог этого не делать. Было достаточно всего лишь внести оплату за бронь 250 евро. На этом я с вами прощаюсь. С вами был Tesla Пират. Это была моя история. Надеюсь, вам она понравилась. Вот такая позитивная, знак свыше. Просто посреди ночи, бам, меня разбудил, и я купил. Желаю вам того же. Пока-пока.